Нормально? Цилиндр делителя под замену. Большая выработка. Вот оно клееное, я думаю, откуда тут что течет. Трещина. Трещина, да. Отсюда может течь масло, а? Наверное, и текло, судя по этому. Так, чтобы разбавить немножко видеоразговором, коробки ZF, наверное, одни из самых распространенных коробок на грузовиках. Устанавливаются они на Iveco, на DAF, на MAN, на что еще? Renault. Ну и теперь уже на Ситраках. На Ситраках они вроде просто под лицензией в Китае изготавливают, правильно? Но отливка и вся сборка полностью в Китае происходит. По чертежам завода ZF. Так?
Они простые в обслуживании, так если? Ну, относительно Volvo, Scania, Мерседеса Да. и прочее. Самая простая это Scania. Самая простая Scania, самая сложная в ремонте. Трудоемкая это Volvo. Scania самая простая, Volvo самая сложная в ремонте, трудоемкая. Вообще, мне нравится. Больное место у них бывает лопается тут на пробке. А вот сюрприз у нас лопнула часть корпуса. На что это влияет? Ну, вода будет падать. Конус синхронизатора. Муфта под замену. Почему? Сбит зуб. Да, кругленькие зубчики у нас уже. Солнечная шестерня. Замена. А что здесь меняется? Менять надо целиком водил пальцы. Ну да, виден люфт. Цилиндр на делитель на половинке. Такие дорогие, в принципе. Друзья, а если кто-то из вас в настоящее время, либо в будущем планирует приобрести себе новый автомобиль, могу посоветовать вам воспользоваться бесплатным онлайн-сервисом по поиску новых автомобилей у официальных дилеров autospot.ru. Здесь вы найдете самое лучшее предложение вашего города по самым низким ценам. Также вы можете получить дополнительные хорошие скидки при покупке автомобиля в кредит, трейд-ин, либо за наличные денежные средства. В последнее время на рынке очень стали популярны китайские автомобили. Вы сами это можете заметить на дорогах, сколько их ездит. И также вы можете зайти на сайт autospot.ru и посмотреть, какие сейчас в наличии есть автомобили и по каким ценам они продаются. Небольшой лайфхак. Если вы считаете, что в вашем городе скидки на автомобили
маленькие, то вы можете выбрать другой, любой удобный для вас город, где вы можете приобрести автомобиль и посмотреть, какие цены установлены именно в том городе. Например, в июне питерские дилеры на автомобили Haval, Geely и Chery дают просто бешеные скидки, поэтому заходите, смотрите, ссылку оставлю в описании к данному видео и также в первом закрепленном комментарии. А мы продолжаем. И вот у нас сердце коробки. Само сердце. Это Первичный вал сняли. Я так понимаю, не страдает, правда? Ты уже говорил, я даже запомнил. Ну, страдает, если только заварит шестерню на первичном. У них есть какие-то УЗФ коробок, какие-то вот по валам или по другим каким-то внутренностям конкретно постоянная проблема, систематические? Или так как... Демультипликатор. И все, да? А так уже от эксплуатации. На Ивека можно поставить любую коробку, а вот коробку с Ивека можно поставить только на Ивека. В смысле, ЗФовскую? Да. Потому что первичный вал длиннее Ивека. Ну, а путем замены вала первичного. Угу. Причем замену только. Но тут пока изнутри вроде ничего не видно, откуда оно могло. Если только, конечно, здесь не лопнуло, если не пережали эту. Эдуард, коллегу как? Ну, не видели. Мы думали, что сначала вообще какой корпус. Трещины, если какие-то, может быть, вы видели. По делителю пока замена водила делителя, потому что люфт, пальцы болтаются, разбиты уже. Но это, Делитель, да? да, это у них просто такая Ну, ЗФовские коробки-то они... активная особенность. Так, это муфты, наверное, с чистыми, да? Самостоятельно-то же можно заменить, Эдуард, правильно? И она же там была. Надо водителю запретить руку ложить на рычаг, когда А, есть такое.
Ага. Это от этого, Тогда да? будет кулиса нормально. Ну, по крайней мере, дольше послужит. А на автомате можно работать? На автомате может. Это у меня что-то привычка это поставлю. На механике не рекомендуется. Ну, вообще заевские коробки, они такие, ну, долговечные. Ну, кроме вот этой вот Если- вот корпуса, я которые соглашусь, просто они задерживают. Обычно это вот такие. А? Это вот такие вот старые. долговечные, старого поколения. А эти вот не А, особо. то есть то, что делалось, и железо в ней больше было, да? Ну, не то, что железо, оно почему-то конструктивно крепче, чем... Частично, да. Но 90% что касается самого делителя, это не влияет. А сейчас с этим еще хуже обстановка, с этими делителями, потому что совсем никакого уже натяга они не сделали на пальце. Это вот что, Володя, скажи? Это вот сам корпус, Ага, в да. который эти пальцы вставляются. То есть у них люфта быть не должно вообще. Ага. Они как раз и стоят в корпусе. Основная причина, что с ними происходит. Палец начинает уваливаться, протирает корпус, дальше просто-напросто до конца выходит, ломает до конца корпус и У разлетается. нас такая по полу. коробка была, и шестерни развалились. Да. Вот это вот оно и есть. А не может от такого, что отключение там? Потому что там нет. Шестер не может развалиться, если тащить, не снимая кардана. Ну, разберем. Потом приваривают вот эту шестерню к первичному валу, потому что на ней нету подшипника. И Слушай, ну все серьезно, достаточно уровень, да, Эдуард? Да? масло, конечно, надо было бы поменять уже. Уже подходит срок, но не то, что там уже переездили в 3 раза. Нет, Это у нас что? Это вот синхрон. Синхронно, да? А они чьи? Ой, говорю, чьи, из какого? Металл? Ну, конечно. Или бронза, как раньше? молибден. Молибден, да? Ну, тогда. А какие эти? Ну, имеется в виду. Каждый вечер Повествование. засыпаем под музыку, лайк, шопинг, ездил на YouTube. А еще умею лайкать. А эти все были. Он составит карту. Все. Он сейчас пока ее разбирает, а потом будет по карте проверять каждую позицию и каждую момент. Лишнего не напишем. Желательно, но качество. Сейчас покажу, где лопнул корпус. Лопнул он. Сюда попала вода. Вот Так, а отверстие. здесь какие решения-то? Замена, а есть такие в наличии? Ну, эти, кстати, должны быть. Вот с теми У проблемами. нас. Так, мы сейчас разбираем вторичный вал. Тихо идет съемка. Ой, надо Серого сказать. Ну, пришел, блядь, еще и тут коробки мешать снимать. И тут контроль. Пришел на проверку Сергей. Говорит, пошли мотор снимать. Сейчас пойдем. Сюда. Это мне будет место. Снимать не в плане снимать на видео, а снимать с машины мотор. Тяжелая деталь, на самом деле. Мне четвертая, третья вот осталось еще. Вот первая, вторая. Вот задняя.
Не знаешь? Что-то перемешку. Карбоновая и молибденовая. Кек, карбоновая и... Карбоновая, 34-я карбоновая. А здесь обычная молибденовая. Почему-то. Ну, это на Ивеке было. Ну, карбоновые, наверное, будут попрочнее. Да, на них на всех разное масло надо. Здесь почему-то все вместе. Хотя в свое время, блядь, ездили эти карбоновые на 80-ке, и ничего с ними не происходило. Карбоновые не ездили. Да ездили, блин. Это обычные ездили. Это еще, Вов, начиная там где-то в 8-м, 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м годах. Вообще не морочить. 80-90 и все. Некоторые полбил. Да. А это выходит, вот это все изнашивается, да, вот это дело со временем. Тут ты уже Да. ничего не сделаешь. Это шестерни. У меня потому что две еще такие аналогичные машины уже заменили на двух. Одна прям разлетелась на маршруте. Может, подольше бы походила, если бы заварить ее изначально. Ну, пока новая, никто ж туда не лезет, понятное дело. Ага. Потом, когда обваривают уже изношенные, то это уже бесполезно. Ну, что еще, да, причина. В Белоруссии ремонтировал. Ага. В Минске. Посчитали ему как новое, но поставили заваренное его же. Хватило, приехал к нам, и ну, лопнуло все. Большая. 5, может, и есть уже. У нас в регионах тяжело какие-то вещи отремонтировать. Бывает, привозят из официальных сервисов. Ну, если у вас рекомендации есть, мы же не первый. Машину не первую делаем. В большей степени качество и устраивает. В целом сейчас гонять это дело невыгодное вообще. Ценники такие, что ни за что причем. Дефектуют они там только, чтобы было все новое. И желательно, чтобы куплено было тоже у них. Оригинально. Да. Тоже вот эта часть съемная, да? С этой? Ну да, это просто одето. Около 30 тысяч, наверное, стоит. А автоматические коробки что, как? Ну, автоматические какие? Автоматических их же нет. Ну, Volvo вот эти, которые там. Ну, Сейчас, да. сейчас практически робот и автомат. Ну, это- Нет уже механики, да, ушли все, уходят. Ну вот смотрю, правда, Ситрак вот стоит. Механика мне надежнее всегда, что на легковых от нее уходит. Да, они все механические, они и на Вольве механическая, просто она бессинхронная, она роботизированное управление, а так она механическая. Как и на Манах, эти астроники, она же тоже механическая, просто бессинхронная. Просто с роботизированным управлением. Автоматы у нас только вон Вольво были, что попродавали мы. Фаш? Самосвалы. Но там конкретные гидравлические автоматы стоят. Там коробка, блядь, она 600 килограмм весит.
Масло насос. Тоже на проверочку, да? Конечно, обязательно. Данные вот эти вещи, да, потому что мы с компанией работали, они там Отлично. коробки дали, и плюс еще имеется в виду, как они вот, Все хорошо Да? в нашем случае. Ну вот, собственно, и разобрали мы коробку. По видео, наверное, кажется, что как-то быстро и легко. У нас здесь вторичный вал, первичный вал, насос, корпус. Здесь корпус демультипликатор и промежуточный вал с кулисой. Вот и все. Осталось это все собрать обратно. Правильно, в обратном порядке. Практически. Есть свои, конечно, сложности. Поэтому в каждом гараже коробки эти не разбирают, не собирают сами люди. В следующем видео, друзья, мы посмотрим сборку данной коробки, посмотрим, что мы поменяли. И узнаем стоимость ремонта в конкретном случае. Все, всем спасибо за просмотр и до новых встреч.